Всем доброй ночи. Точнее, какой ночи уже? 15 минут седьмого. Уже доброго утра. Итак, вы знаете, друзья мои, дело в том, что когда мы проводили с вами онлайн-чистку «Женская суть», и там были лечения женских болезней, которые я вам рекомендую, кстати, взять и сделать. И я подарила там в конце ритуал молодости Иштар. И сегодня мне Яна сказала, что все ищут этот ритуал, то есть в группе есть, но не могут понять, где это находится. Я думаю, как же так, если ролик удалили, ну удалили, ладно, на моем одном канале могли удалить, но не на всех же, куда она делась-то? Долго думала, прям измучилась вся, извелась искать этот ритуал. Потом поняла, где он был. Именно в онлайн-чистке «Женская суть». Там и ритуал в конце я выложила «Молодость Иштар». Дорогие друзья, Иштар – это одна из самых почитаемых богинь, которая осталась с древних времен до сегодняшнего дня. Я вам уже говорила, что каждый бог борется за свой эгрегор, за свое силовое поле. Насколько он востребован, настолько больше шансов, что он останется в веках. То есть Фортуна, которая по сей день почитаема, она сильна, потому что много тысячелетий к ней обращаются. То есть ее силовое поле пополняется энергией людей. Фемида сильна. Тот же Сатаниэль, о котором говорят все время, да, хотя путают дьявольское древо, ну да ладно. То есть боги, силы, темные силы хаоса, они сильны тем, что сохраняют память о себе и действуют по сей день, и тем самым пополняют свое силовое поле. И каждый бог борется за это. И именно поэтому они нас слышат, помогают для того, чтобы самих себя усилить, для того, чтобы вернуть свою популярность, я бы сказала. Иштар, Астарта, Инанна – это одна богиня, то есть во множественных названиях, именах. Она была в пантеоне египетских богов, шумерских богов. Она была в пантеоне греческих богов долгое время. Она была в пантеоне вавилонских богов. Ее почитали в Закавказье, в Северном, то есть на Северном Кавказе. Ее культ дошел аж до севера. Богиня войны, богиня магии, богиня секса. Многие говорят, что она была целомудренная, просто крутила мужчинами, знала секреты и тайны соблазна. Многие говорят, что она была великая блудница. То есть у каждого свое представление, но она была женой многих божеств, но не отдавалась им телесно. Потом Инанна выходит за дьяволическое древо одного из великих демонов, князей тьмы, Астарот, и принимает его имя Астарта. То есть она тем самым имеет вход в дьяволическое древо. В нее влюбляется сатана. Она влюбляется в Люцифера. Начинается война между сыном и отцом во имя нее. В конце концов, она была объявлена великой демоницей, но не потеряла свой статус богини. То есть видите, насколько могущественная сила была у этой богини, что она могла таким образом влюбить в себя от морских чудовищ и до богов преисподней, Тартара и до дьяволического древа. Мало кому из божеств удавалось до такой степени проникнуть во все пантеоны. К ней обращались женщины, чтобы получить красоту, соблазн и прочее. У меня есть некоторые работы с Иштар,
Но я рекомендую открыть и посмотреть Астарта, Инанна, Иштар. Лекцию, в которой я рассказываю о ней, кто она есть, чтобы лучше понять. В данный момент я всего лишь хочу вам отдельно снять этот ритуал, поскольку вы ищете, не можете найти, и она вам нравится, хотите посмотреть, как сделать технику, да, этого ритуала. Я вам сейчас покажу этот ритуал, и я уже прочитаю, то есть описание к этому ритуалу, то, что будет входить в нашу книгу, чтобы не тратить времени, потому что я обессилила, и сегодня, и вчера, и сегодня я только, скажем так, занимаюсь консультацией и своими личными работами с людьми. Пока ничего не снимаю, нужно набраться сил. Но все же решила вам это снять отдельно, чтобы вы не искали. Для этого вам нужно емкость с водой, значит, масло, черные свечи, можно и красную свечу, черный алтарь. Проведите это, несколько ночей кряду, хотя бы 6 ночей. И результат вас удивит. Начинает молодеть кожа, скажем так, возвращается цвет лица. Но вы знаете, что все зависит от малейших перемен в нашей жизни. Стоит немного чертам лица человека измениться, и, по сути, человек совершенно по-другому выглядит, понимаете? Кроме того, усиливает притягательность женщины, потому что, когда вы обращаетесь к определенному божеству, посмотрите, то есть читайте о сути этого божества, интересуйтесь, чтобы узнать и понять, насколько это божество могло добиться такого влияния и такой славы, настолько он вам и поможет. Если она знала секрет какой-то соблазна, чего не знал никто, кроме нее, значит, вот именно этот секрет соблазна вам и придет на помощь для того, чтобы вы могли выглядеть лучше, моложе и притягательнее. То есть у вас появится определенная сила притянуть к себе то, что вы хотите. Мужскую сторону, как правило, да, для чего женщина хочет молодеть, и для себя тоже, но в основном для внимания со всех сторон. Итак, давайте все-таки я прочитаю изначально объяснение к ритуалу и далее проведем. Иштар была богиней, почитаемой всеми культурами. Иначе ее еще называли Инанна и Астарта. Часто Иштар сравнивали с Афродитой. Данные слова, обращенные к богине, повторяли многие тысячелетия, чтобы она помогала людям. Сравнивали греки. Они пытались найти общие схожие черты, а потом начали поклоняться именно Иштар отдельно, потому что поняли, что это отдельное божество, совершенно отдельное. С помощью ритуала можно очистить лицо, омолодить зону декольте, оздоровить организм, привести в отношение новые страсти и почувствовать, как сила наполняет вас. А проблемы уже не вызывают такие неприятные эмоции, как раньше, потому что появляется сила и энергия для работы и для борьбы с врагами, поскольку она еще и богиня войны, не забывайте. Она была любовницей и любимой женщиной самого сатаны. После в нее влюбился Люцифер, который даже восстал против отца ради Иштар, что привело к небесной войне. В это время само сердце Иштар растаяло от любви к Астарту, Астарту или Астароту. Отчего в дальнейшем они связали себя узами брака. Она любила и Люцифера, а потом решила все-таки, что Астарот лучше. Это ее желание, мы не спорим с богами. А по закону демонического мира после этого брака уже никто не мог претендовать на сердце прекрасной Иштар. Хочу вам сказать, что прежде чем выйти за Астарота, она вышла за
более сильное божество, Заваала. А потом в нее влюбился Молох и привел в демоническое древо, разрешил ей войти в этот хаос. Вы поймите, это не люди, которые друг к другу в гости ходят, это энергии, это силы. Они могут принимать различные обличия. Но поскольку они создали нас по подобию своему, мы можем предположить, что они выглядят как мы. То есть их основной облик – это похоже на человека, или мы на них похожи. Мы похожи на богов, понимаете? И для того, чтобы перешагнуть в другой хаос, в другое измерение, демоническое древо или дьяволическое или божественное, надо иметь разрешение. Силы просто так не имеют права пересекать границы друг друга. Вот к чему. И она постепенно хитро подошла к вопросу. Она прибралась, то есть она подошла к великим князьям, к более высоким демонам, понимаете, высшего уровня. Постепенно, через более меньших. Итак, нам понадобится бокал с водой, масляные духи и эфирное масло. Или эфирное масло, да. Благовоние, свеч для освещения и черный алтарь. Так, итак, наливаем немного эфирного масла сюда. Угу. Почему Яхве ненавидел Астарот скажем, ненавидел культ Иштар и очень строго наказывал в Израиле всех, кто прикасался к этому культу? Здесь будут определенные слова, которыми обращался сам Соломон к Иштар. Почему Бог от него отвернулся, его Бог, израильский Бог? Потому что Яхве был влюблен в Астарту. Он ее любил. Если откроете Библию, у него ужасная ненависть к ней. И он все время говорит, что кто будет молиться Астарте или дочь свою там пронесет через огонь Молоха или Астарты, будет проклят и изгнан из Израиля. Он ее ненавидел более других. Он ненавидит культ Ваала, Астарта, то есть Астарот и Астарты. Потому что Ваал и Астарот были его друзья. И Яхве любил Астарту, то есть Иштар. И он сам с ним их свел вместе, то есть, можно сказать, познакомил. После чего они отняли у него Астарту, Иштар. И вот в Библии, если откроете, более всего ненависть Яхве изливается на эти культы. Читайте между строк, научитесь читать между строк, вы очень многое поймете. Мы потеряли образное мышление, мы просто напрямую что скажут, так и есть. Мы потеряли образное мышление. А если разбить каждое слово, оно к чему-то, о чем-то говорит. Каждое обозначение о чем-то говорит. Понимаете, мир состоит из миллиардов тайн и ключей. И эти ключи в нашем сознании. Если несколько раз перечитать и подумать над чем-то, оно совершенно по-другому нам покажется. И жизнь будет совершенно другой и красочной, абсолютно не скучной. И такие люди никогда не боятся трудностей, потому что они знают столько тайн, они понимают, из чего состоит мир, и что из ниоткуда можно получить все, что хочешь. Итак, читать нужно 3 раза этот заговор. После чего нужно омыть лицо и грудь. Просто протереть этой водой и оставить высохнуть. То есть не протереть полотенцем. Итак, начнем. Читать 3 раза над бокалом с водой. О мать благодатного зверя, дарующая страсть, сеющее влечение, усиль мою женскую суть. Я возношу тебе хвалу, соединяя воедино сотни голосов, зову твое имя, о Инанна Иштар, Астарта, госпожа, благослови меня, я одна из твоих дочерей, дай мне источать страстный призыв, дай мне властвовать, о Иштар Инанна, Бахер Наме Гума. О мать благодатного зверя,
Разбуди каждую клетку моего тела, проникни, страсть, зовучая, влекучая к себе, в мою плоть, в мою кровь, в мой разум. Желаю страсти, желаю красоты, желаю молодости и желания на любовном ложе. Желаю властвовать и побеждать. О Иштар Инанна, Бахер Навей Гумма, о мать благодатного зверя, славься. Я беру частичку тебя и внедряю в свою кровь и плоть, и в женскую суть. Свершилось. Проведите этот ритуал, и он вас приятно удивит. А текст Яна потом скинет под роликом, потому что уже давно напечатанный есть. А кому надо, ищите онлайн-чистка «Женская суть». И под ним есть тоже эта работа, потому что мы там вместе с чисткой всей этой проводили. Всем удачи, молодости и страсти, если она вам нужна.